Привет, друзья! Я сегодня в весеннем лесу, в настоящем весеннем лесу, сразу после холодной, жуткой зимы. Многие из вас помнят детскую сказку «Аленький цветочек». Так вот, в грибном царстве есть тоже похожее создание. Это аленький грибочек. И сегодня я иду за ним. Аленький грибочек побеждает злую заколдованную зиму и, можно сказать, дает начало новому грибному сезону. Наверное, вы уже догадались, что это, конечно, Sarcascypha alea. Замечательный первый весенний гриб. Но у многих возникает вопрос. Да, это съедобный лечебный гриб Sarcascypha alea, но что же можно с нее приготовить? Так вот, сегодня я вам покажу, что я приготовлю из сегодняшнего урожая. Ну, конечно, если я найду. Это будет замечательное, вкусное и очень полезное блюдо. Так что смотрите внимательно. Наконец, я нашел сегодня Sarcascyphu. Смотрите, чаша эльфов. Это его второе название. А вообще это Sarcascypha alea. Очень-очень ранний весенний гриб. Обладает многими лечебными свойствами, кстати. Ну и, естественно, съедобный. Интересно, что этот гриб является фактически лакмусовой бумажкой в плане экологии. В загрязненных зонах, в каких-то возле больших трасс, возле больших крупных городов она не растет. Ой, смотрите, еще одна. Я ее не заметил сразу, вон, снизу. Ха-ха, здесь две саркасцифы. Да, представляете, поэтому если я ее нашел здесь, это означает что? Означает, что я в чистом лесу, Здесь можно собирать разные грибы, не опасаясь экологических проблем каких-то, потому что, насколько мы знаем, ну и вы, естественно, знаете, что грибы впитывают в себя все вредные вещества, в том числе тяжелые металлы, из почвы и из воздуха. Ну, а здесь собираем, не боясь ничего. Смотрите, какая красота. Ай-яй-яй. Sarcascypha alea, очень ранний весенний гриб, он появляется даже тогда, когда еще лежит снег в лесу. Да, то есть рядом со снегом или даже в снегу на древесине, на разных палочках мелких даже вырастают вот такие замечательные, яркие, красивые весенние грибы. Да, растут они именно на древесине, не на земле. Хотя иногда может показаться, что гриб растет на почве, но это не так, потому что под слоем почвы, под верхним слоем, всегда спрятано основание, на котором произрастает этот гриб. А основание — это, естественно, дерево. Палочки, коряги, всякие корни гнилые и так далее. Вот так. А здесь мы видим, смотрите, как будто бы у палки выросли уши. О, смотрите, красавчик, да? С ушами. Вот так вот. Грибы эти, конечно же, я заберу, поскольку... А, вон, смотрите, еще какая-то малютка. А ну-ка, интересно. Вот, смотрите, как зарождается маленькая саркасцифа. Вот она. Смотрите, какая пимпочка интересная. Вот я приблизил максимально. Ой-ой-ой. А чашечка здесь еще не раскрыта. Видите? Но дырочка, вернее отверстие, уже есть. Вот такой вот малютка. А вот какое весеннее чудо, друзья. Смотрите. Хотя его, конечно, всегда мало. Но, так как это первый гриб, он доставляет невероятную радость. И не одна, потому что вот еще. А смотрите, какая ножка у него. Смотрите. Да, и, кстати, вот повторюсь. Гриб как будто бы растет на почве. Но это совсем не так. Ножка уходит куда-то в глубину. А ну мы сейчас посмотрим. Сейчас мы проверим. А ну-ка.
А ну-ка, ну-ка, ну-ка. А ну-ка. И на чем растет этот гриб? И на чем растет этот гриб? Смотрите. Смотрите, на чем растет этот гриб. Ага. А вот секрет раскрыт. Ха-ха. Его я буду, конечно, забирать. Ой, смотрите, как он сидит так довольно уверенно сидит на этой палочке. О, красавчик. Красавчик. Да. И надо где-то рядом обязательно искать. Так, вас я заберу, никуда не уходите. Смотрите, что нужно делать. Вот. Нужно аккуратненько поднимать листья вокруг. Почему? Потому что очень может быть, кстати, видите, молоденькая крапивка. О, а вот, смотрите, какие возле крапивы интересные создания грибные растут. Ух ты, а что это? А ну в комментариях напишите быстренько, что за неизвестный гриб. Совершенно малюпусенький. Вот мой палец. А, крапива. Так, вот мой палец, смотрите. Да, и вот такие малюпусенькие грибочки. В диаметре, ну, может быть, максимум сантиметр, максимум. А то и меньше. Где-то миллиметров 5-6 в диаметре. Смотрите, какие. Ха-ха. Ножечка тоненькая такая, почти стеклянная. Да, вот так вот. Так что... Ой, стоп, ребята, стоп. Стоп, ребята, стоп. Ха-ха. Еще одна, смотрите, еще одна. Вот так вот зарылась. Думала, что ее никто не найдет. А нет, ничего. Кстати, вот малютки какие-то, видите, рядом. Так, пишите в комментариях, что за гриб. Вот это вот. Вот это, что это за грибы такие? Непонятные, интересные. Ха-ха. Да. Так вот, саркосыфа часто не растет одна, а растет какими-то небольшими группами, что очень, кстати, приятно. И обратите внимание, ха-ха, то же самое. Гриб растет на дереве. Вот такой сучок-дрючок, и на нем растет саркосыфа. О, какое трио! Трио Мареничи. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ой, как они поют. Как они поют. Прекрасный звук. Да. Ударная установка где-то на фоне. Это дятел. Это тарабанит дятел. Дополнительный аккомпанемент. Красота. Иду дальше. Ну, предварительно, конечно, забираю. Не думайте, что я его не заберу. Я вот это все забираю. Вот эту всю красоту. О. Видите, какие интересные длинные ноги у этого гриба бывают. Вон, смотрите. Действительно, как чаша. Выглядит как чаша какого-то эльфа-лилипута. Саркосыфа алая – это очень ранний весенний гриб, обладающий лечебными свойствами. Порошок из сушеной саркосыфы используют как кровоостанавливающее и антисептическое средство, а также для дезинфекции ран. В кулинарии саркосыфа алая в основном используется как изюминка на торте, а не как полноценный ингредиент, так как гриб не имеет особого запаха и вкуса. Однако саркосыфа обладает и пищевой ценностью. Гриб богат витаминами, клетчаткой, положительно влияет на работу желудочно-кишечного тракта. Саркосыфа съедобна, но советуют ее отваривать 10-15 минут. Ценно то, что после отваривания гриб не теряет своего яркого сочного цвета. Кстати, это мы сегодня и проверим. Я что-нибудь сотворю с участием саркосыфы алой. Что именно у меня получилось, смотрите дальше. Ребята, вот он, аленький грибочек, как в сказке. Смотрите, нашел я место, где прям под листьями, и не только, и сверху тоже, видите, заметны вот такие вот цветы. Грибы-цветы. Яркие, красивые. Здесь их довольно-таки прилично, наверное, потому что пару штук я уже раздавил. Вот, но теперь буду лазить на карачках и внимательно прощупывать листву. Смотрите, какая семейка, сразу 4 штуки, и они такие, в общем, не совсем малютки. Хотя гриб сам по себе маленький, но эти такие себе, видите? Такие, в общем-то, уже
достойного размера. И если мы здесь прошвырнемся немножечко, то увидим, смотрите, еще следующие, видите? И все они рядышком, вон в листве. Смотрите, еще один. О, этот я, наверное, тоже немножечко придавил. А вот еще не придавленный. Видите, красивый какой. Чашечка симпатичная. И вот здесь внимательно будем смотреть. Он какой-то зародыш саркосцифы. Вот еще один маленький. Да, супер, да? Саркосцифа — это гриб-мастер маскировки, так сказать. Смотрите. Вот так вот. Секретный агент. Как они красиво сидят в рядочек, да? Растут себе. Вот здесь вот земля такая плодородная. Рядом у нас болото. Но не все так просто, друзья. Если немножко порыться вглубь, что мы увидим? Опа! Смотрите! Опа! Мы видим, что все грибы растут на одной большой палке гниющей. Интересно, что гриб растет исключительно на гнилой древесине. Исключительно. И, тем не менее, является лечебным полезным грибом. Это ответ некоторым по поводу того, что грибы можно собирать только с живых деревьев. Это не так. Есть разные грибы, на разных деревьях они растут, что-то на хвойных, что-то на лиственных породах. Некоторые грибы растут и на живых, и на мертвых деревьях, а некоторые исключительно на мертвых. И тем не менее являются полезными лечебными грибами. Вот так вот. Ну и, конечно же, красивыми. Смотрите, какие. Друзья мои, вы сейчас обалдеете. Нашел я целую плантацию. Посмотрите. Ну, плантация — это громко сказано, конечно, для грибов. Но вот для этих грибов это реально хорошее количество. Смотрите. Вот. Здесь вот под листиками она растет. Я еще сейчас пороюсь. Посмотрите. Посмотрите дальше, что делается. Вон, посмотрите, какой огромный. Сейчас я к нему подойду, ближе засниму. Вот, посмотрите, как интересно. Возле медуницы, возле цветочка весеннего, тоже ранний цветок, начинает расти саркосцифа. Кстати говоря, вот эту медуницу можно использовать тоже в весеннем салате. Вот, это лекарственное растение. Поэтому, я думаю, это будет дополнительный, мощный, весенний аргумент нашему иммунитету вместе с саркосцифой. И опять моя лекарственная медуница растет весенняя. И рядом саркосцифа. Ну, посмотрите, она огромная. Редко встретишь такой шикарный экземпляр. Смотрите, просто огромная. Ну, по сравнению с другими грибами, может быть, и нет, но для этого гриба это размерчик очень даже внушительный. Гляньте-ка. А внутри, вот если присмотреться, она прямо бархатная, яркая, красивая. Да. От потоков воздуха, кстати говоря, из серединки бывает разлетаются споры. Или от прикосновения. Ну, в данном случае, наверное, я уже здесь вокруг нее столько попрыгал, что уже все споры разлетелись. Так, а ну-ка. Видите, опять ошибочно можно подумать, растет она из земли, но это совершенно не так. Совершенно не так, потому что где-то в земле, вон, посмотрите, видите, обязательно находится какая-нибудь коряга. В данном случае это гнилая ветка. Видите, ветка уже почти сгнившая, но еще находится под землей. И вот на ветке, пробиваясь сквозь слой почвы, вырастает вот такое замечательное чудо. Смотрите. Красавица какая, да? О, вот так вот. Красиво?
Аленький грибочек. Что же мы из тебя приготовим? Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Это будет салат. Итак, первый ингредиент – это жгучая лесная крапива. Ух, мощное средство, особенно весной. Далее медуница лекарственная. Растение положительно влияет на дыхательную систему. Тут кремний, танины, сапонины, также витамин С, марганец, йод и другие полезные ингредиенты. Ну, что же нам делать без яиц? Особенно 2. Яйца обязательно. Дальше лук прямо с огорода. Ну и, естественно, самый главный ингредиент – это у нас аленький грибочек Sarcoscypha alea. Вообще, этот гриб можно добавлять абсолютно в любой весенний салат. Отличное дополнение витаминов и минералов. Итак, что у нас получилось? Опа! Какая прелесть! Весенний витаминный салат с крапивой, медуницей лекарственной и Sarcoscypha alea. Кстати, обратите внимание, после отваривания, да, это отварной гриб уже, после отваривания абсолютно не теряет цвет. Можно украсить также цветами медуницы ваше блюдо, особенно если это блюдо не обычное, а какое-нибудь праздничное. Подписывайтесь на канал Грибоед. Всем пока!